Здравствуйте, добро пожаловать на занятие по нагашиванию. У нас уже шестое занятие. Я хочу показать вам фотографию, которая подводит итог тому, о чем мы говорили в прошлый раз. И здесь вы видите девушку, которая вытирает пол. Это связано с реальным событием в моем доме. Когда, выходя вечером на кухню за водой или чем-то еще, я постоянно наступал в лужу с водой. Я включал свет, брал тряпку, вытирал лужу, брал стакан с водой, возвращался в постель. И так продолжалось каждый вечер. Каждый вечер я терпеливо становился на колени и вытирал лужу воды. И вот, наконец, примерно через 3 недели я подумал, похоже, где-то протечка. Меня вдруг осенило, и я заглянул под раковину. Наверное, подсознательно мне не очень хотелось заглядывать под раковину, потому что там внизу так страшно, там так много странных вещей, которые я туда накидал, и я не хотела лезть под раковину и обнаруживать, что там все промокло. Но я сделала это, и так оно и было. Идея буддизма, она очень красива. Вы не накидываетесь на результат, вы беретесь за причину. Вы не исправляете ситуацию, исправляя результат. Вы исправляете ситуацию, исправляя причину. Исправление результата будет выглядеть примерно так. Вытирать лужу каждый вечер. Но так вы не устраняете источник проблемы. Если вы не устранили причину, то все это повторится снова. Итак, идея такова. Исправляйте причину. Найдите источник проблемы и устраните его. Мы недавно говорили о шагах, которые привели к проблемам в нашей жизни, начиная со склонности видеть вещи самосуществующими, которая пришла с нами в эту жизнь, в нашем сознании. И эта склонность вызывает у вас привычку думать, что я и мое исходит из самих себя. И это, в свою очередь, приводит к возникновению привычки любить то, что кажется хорошим, и не любить то, что кажется плохим, а потом реагировать на эти вещи, делать что-то в ответ, бороться за то, чтобы получить больше того, что мне нравится, бороться с людьми, которые мне не нравятся. И так создавать больше кармы, чтобы посеять больше семени в своем уме, чтобы все это продолжалось в следующей жизни, чтобы цикл начался снова. Так что мы не боремся, например, с деньгами. Мы не боремся с деньгами. Мы не боремся с текущими деньгами. Мы инвестируем ради будущих денег. И это все, что мы делаем. Мы не сражаемся. Мы не конкурируем за текущие имеющиеся суммы денег. В данной системе мы этого не делаем. Мы сеем семена, из которых вырастут деньги через пару недель или через пару месяцев. Таким образом, мы устраняем источник проблемы и не обращаем внимания на результат проблемы. Такова идея, поэтому не забывайте про раковину. Хочу напомнить вам, что в этой главе мы должны были рассмотреть 5 вопросов. Первый был о том, как вы приходите к пониманию пустоты. И мы закончили этот раздел. Всего 5 разделов. Третий раздел, я пропущу второй, был о том, как обучать пустоте. В четвертом разделе говорится о сущности пустоты. Пятый раздел о том, как применять это на практике. А второй раздел, который мы рассмотрим сегодня, называется Лунтанген Понг, означает «Эй, Нагарджуна, мне нравятся твои идеи, они довольно интересные, они достаточно убедительны. Но разве ты не противоречишь тому, что говорит Будда? Потому что Будда говорил, что вещи имеют свою собственную природу. Он говорил, что у них есть собственная природа. Он так говорил. Затем Нагарджуна начинает рассматривать эту позицию. В какой книге он с таким рвением разбирал ее? 60 стихов, которые переводит Ник Вашао. Вам следует обратиться к начальному периоду деятельности Будды, когда он говорил: да, вещи имеют свою собственную природу. И теперь мы должны поговорить об этом. Вот ответ Нагарджуны.
Он говорит, если подумать, то есть три варианта. Какие три? Дако Шекиан так. Да, Будда сказал, у вещей есть собственная природа. Он действительно говорил, что вещи обладают собственной природой. Он так говорил. Но здесь используется не глагол «говорить», здесь используется глагол «так», который означает фантазировать. Да, Будда действительно фантазировал о собственной природе. В жизни Будды был период, когда он фантазировал о собственной природе. Мы увидим позже, что это означает. Но потом был другой период его жизни. Был другой период его жизни, когда он говорил, знаете, у вещей нет собственной природы. Будда утверждал, что вещи также не имеют собственной природы. Потом, в конце, он сказал, позже он сказал, неправда, что у вещей есть собственная природа, и неправда, что у них нет собственной природы. Итак, у нас здесь три варианта. В ранний период своего преподавания Будда говорил, Будда фантазировал о существовании собственной природы. Позже он сказал, вы можете сделать выбор, либо да, либо нет. Есть собственная природа или нет собственной природы. Он обучал двум возможностям. Далее в третьем. Он также учил, извините, третий вариант. Неправда, что есть самость, и неправда, что нет самости. Я скажу еще раз. Сначала он утверждал, что самость есть. Но это было сказано условно. Потом он сказал, знаете, вы можете думать, что самость есть или что самости нет. И потом позже он сказал, нет, не существует самости и не существует отсутствия самости. Это Нагарджуна, он здесь умничает, он очень любит умничать. Я подумала, что стоит рассмотреть эти идеи отдельно, что, конечно, замедлит нас немного, но мне совсем не жаль. Вот комментарий. Был период в жизни Будды, когда он говорил, да, у вещей есть собственная природа. Он так говорил. Это первый вариант. Второй вариант. Потом он сказал «Кян Тен». Он сказал, наряду с существованием собственной природы бывают случаи, когда она отсутствует. Он предоставил возможность выбора. О каком отсутствии собственной природы он говорил? В те времена низшая пустота и в низших школах означала именно независимую собственную природу, независимую от других вещей. Итак, низшая форма пустоты похожа на наличие водителя. Вы помните это? Кто-то это контролирует, кто-то может в текущий момент это контролировать. Вы можете получить больше денег, просто делаете вещи, а не проявляя щедрость. Поэтому он говорил, что таких денег не существует. И, наконец, не существует ни собственной природы, ни отсутствия собственной природы, где и то, и другое происходит со своей собственной стороны. Нет самости и нет отсутствия собственной природы. Но я говорю только о тех вещах, что происходят со своей собственной стороны. Это три варианта. Какова цель этого раздела? Мы пытаемся объяснить, почему Будда вроде бы говорил, что у вещей есть собственная природа, а и в итоге мы заявляем, что он просто говорил разные вещи разным людям. Кому он все это говорил? Прежде всего, он действительно говорил, что собственная природа существует людям самого низкого уровня духовного интеллекта, поскольку хотел убедиться, что они не будут отрицать карму и ее последствия. Он хотел сказать, у вас действительно есть собственная природа, и все вернется к вам, если вы будете совершать плохие поступки. Он боялся того, что если он скажет, что нет самости,
люди продолжат вести себя плохо, поэтому он сказал, нет, самость существует. Тот, кому возвращаются все неприятности, которые он доставил другим, тот существует, потому что он хотел, чтобы они были хорошими людьми. Второй вариант. Джик Тахлопа. Другим людям он сказал, но знаете, в некоторых случаях самость существует, а в некоторых случаях не существует. И это он говорил, чтобы помочь людям преодолеть их ошибочное представление о бутылке воды, о том, что я и мое происходит извне. Тогда кому же он дал последнее объяснение? Ни самость, ни отсутствие самости не происходит из самих себя. Кому он это говорил? Он приберег это для учеников, необычайно восприимчивых и способных постичь более глубокую истину. Итак, изменил ли он то, что раньше говорил о самости? Да. Противоречил ли он самому себе, когда говорил о самости? Нет, потому что он сделал это намеренно. Он раскрыл разные уровни отсутствия самости и зависимости от способностей учеников. Мы завершили данный раздел. 3 вида «я». У нас это есть? Я не помню, что это было. Нам не нужна эта фотография. Шецучикла. Прошу прощения, что вдаюсь во все эти подробности, но для меня это поистине прекрасно. Он говорил, вместе с тем существует способ, как можно объяснить эти два вида по-другому. Некоторые объясняли эти 3 варианта по-другому. Так что он говорил? Он пытался найти общий язык с представителями школы Санкья. Он старался поладить с последователями той религии, в которой он родился. Он говорил, конечно, есть собственная природа. Она присуща всем вещам. Существует сверх-я, которая создает все вещи. Он старался не утратить самообладание, как Иисус среди еврейского народа или что-то в этом роде. Он пытался найти общий язык с тем, с кем вырос. В одном из объяснений говорится, что он действительно заявлял о существовании самости. Второе. В то время существовала школа, называвшаяся Чарваком, в учениях которой утверждалось, что нет никого, кто переходит в будущую жизнь. На что он отвечал: нет, я существует, вы перейдете в будущую жизнь. Существует тот, кто перейдет в будущую жизнь, поверьте мне. Но он говорил именно в этом контексте. И, наконец, в своем последнем наставлении он сказал: да, это я существую. И мое существует, но они не происходят со своей собственной стороны. Это все. Следующий раздел. Мне нравится этот раздел. Он довольно известен. В Садхане Варчугине говорится: за пределами слов, за пределами описания, реальность мира вне всяких слов. И теперь мы переходим к этой теме. Почему говорят, что пустота невыразима? Если она невыразима, зачем нам изучать эту длинную книгу, описывающую ее? Если пустота действительно невыразима, зачем нам проделывать всю эту тяжелую работу, чтобы описать ее? И Нагарджуна, к счастью, проявил чуткость по отношению к нам, говоря: да, мы говорим, что пустота невыразима. Да, мы не можем описать ее словами, но в этом есть особый смысл. И вот следующий стих. Здесь он говорит: Джо парчава док пате. Да, нельзя пустоту непосредственно выразить в словах. И обычно, как мы увидим позже, это означает, что вы не можете просто... Если вы видели пустоту напрямую, и человек вас просит: послушай, просто присядь со мной на 5 минут и расскажи мне, что это такое, и я ее увижу. Вот это невозможно. Так что в этом смысле пустоту невозможно передать словами. Вы не можете вызвать непосредственное прямое восприятие пустоты у другого человека, просто говоря о ней. Итак,
Джо Парчава Док Пате означает, что это не то, что может произойти, когда вы просто говорите об этом. И это потому, что большинство людей не могут сформировать в уме представление о том, о чем вы говорите. Вы можете описывать пустоту час за часом для них, но они не смогут понять все это таким образом, чтобы увидеть пустоту напрямую в течение нескольких следующих часов. Обычно это невозможно. На самом деле это то, что произошло при первом повороте колеса, но те люди были готовы. Почему? Они съели своего учителя. Но мы не будем говорить об этом, и это не буддийская практика. В некотором отношении пустота подобна нирване. И это высшая интерпретация нирваны. Мы говорим об этом, когда объясняем два вида нирваны. Одна называется нирвана с остатком, а другая нирвана без остатка. И представители низших школ полагают, что сначала вы достигаете нирваны с остатком, имея в виду ваше физическое тело. Вы навсегда избавляетесь от своих негативных эмоций и затем позже умираете. И вы умираете с чистым состоянием ума. Но это не означает, что ваше тело исчезает или, полагаю, так и происходит. Сначала вы очищаете свой ум, а затем очищаете свое тело. В вашей жизни есть период, когда вы еще не умерли, и у вас все еще есть тело, созданное кармой и клешами. Но что представители высшей школы отвечают? Нет, нирвана с остатком означает вовсе не это. Нирвана без остатка наступает первой. Это прямое восприятие пустоты, когда вы больше не обременены идеей, что вещи происходят со своей собственной стороны. Пока вы воспринимаете пустоту напрямую, вы свободны от представления, что вещи происходят со своей собственной стороны. В течение этих менее чем 20 минут у вас не может возникнуть мысли о том, что вещи происходят со своей собственной стороны. Затем вы выходите из прямого восприятия пустоты, и еще 7 жизней на каком-то уровне у вас все еще есть ощущение, что вещи происходят со своей собственной стороны. Но вы не верите в это. Итак, здесь он имеет в виду тот вид нирваны, когда в течение 20 минут прямого восприятия пустоты у вас больше нет возникновения и прекращения в этом смысле. В этом смысле вы свободны от обычного возникновения, происходящего со своей собственной стороны, прекращения со своей собственной стороны. Я не могу пропустить этот абзац, поскольку Чунни Лама ссылается на сутру алмазного огранщика. Он говорит «кстати», и он начинает «дорчо». Абзац начинается с «дорчо». Может быть, Тим покажет вам. Между прочим, он проделывает потрясающую работу. Он находит фрагменты текстов и показывает их нам. Давайте прочитаем вместе. Послушайте, я согласен. С чем я согласен? С тем, что говорится в сутре алмазного огранщика. Что же говорится в сутре алмазного огранщика? В этой сутре говорится, Будда никогда не учит дхарме. Тангьянтен пане означает, что Будда никогда не учит дхарме. И он говорит, послушайте, я знаю, что так говорится в сутре алмазного огранщика, но там говорится, что он никогда не учит дхарме, которая происходит со своей собственной стороны. Что означает, что когда Будда сидел в саду Джетавана, в Вайшали, нет, Шравасти, когда Будда сидел в саду Джетавана в Шравасти и учил дхарме, ничто из этого не исходило от него. Слушатели, которые были там, имели семена в своем уме для создания существа, обучающего их к свободе. И поколения людей, 25, сотни поколений людей после этого, читавшие сутру алмазного огранщика, писали эту сутру на читаемых ими страницах. Это исходит из вас, сутра происходит из вас.
Он говорит, в общепринятом смысле нам следует говорить «дханьету», означает на традиционном уровне нам следует говорить, что Будда учил дхарму. Но в этом стихе говорится не об этом. Мы не отрицаем, что Будда сидел в саду Джетавани и обучал сутре алмазного огранщика. Мы не отрицаем это. Мы не говорим, что он никогда этому не учил. Мы просто говорим, что номинально, условно говоря, он преподавал ее. Но если посмотреть на это с кармической точки зрения, то это вы преподавали сутру алмазного огранщика. Любой, кто когда-либо слышал ее, преподавал сутру алмазного огранщика. Это начало обсуждения того, как используются слова для объяснения того, что находится за пределами слов. Из этих 5 великих важных тем мы подошли к третьей, а именно Текхонай ва Триверимпа. Какой полезный способ обучения? Трипа означает, какой есть эффективный способ объяснить людям концепцию пустоты. Трипа означает, какой есть хороший способ объяснить людям эти идеи. А затем он говорит, он начинает играть со словами. Янг так. Скажите янг так. Как это будет на санскрите? Я думаю, татхьян. Татхьян. Янг так означает чистый, но на санскрите, по всей видимости, он использует слово татхьян, что означает как есть, татхья, как в слове татхагата, например. Тханчи янг тангьянг так ин. Я имею в виду, что если вы прочитаете эту строку, то вот как она будет звучать. Все чисто, ничто не чисто. Чистота не является идеально чистой. То, что нечисто, это чистота того, что не является таким. Вот чему учил Будда. И вопрос в том, я не знаю, сможем ли мы пойти глубже, это займет много времени, но давайте сделаем это. В каком смысле Будда обучал сутре алмазного огранщика? В начале, когда Будда впервые начал учить в этом мире, он описал в Абхидharме, как выглядит мир и как он возник. И в этом смысле он сказал, что мир чист. Но слово «чистый» здесь в этом стихе означает «реальный». Так что «чистый» здесь означает «реальный». Говорил ли когда-нибудь Будда, что мир реален? Да, когда? Например, в Абхидharме, в 3 главе. Там он описал все континенты, описал Солнце и Луну, описал галактику. Он описал различные солнечные системы, и все это реально. Нигде он не говорил, что все эти планеты нереальны в своем первом учении. Затем в своих более поздних наставлениях он говорил, но в каком-то смысле вещи находятся в постоянном движении. Вещи никогда не длятся дольше миллисекунды. И в этом смысле они не чисты. У них нет чистоты быть реальным более 1 миллисекунды. Поэтому назовем их нереальным в том смысле, что они мимолетны и изменяются от момента к моменту. Итак, говорил ли он когда-нибудь, что мир чист? Да. Говорил ли он когда-нибудь, что мир не чист? Да. Говорил ли он когда-нибудь, что мир реален? Да. И сразу после этого говорил ли он, что мир нереален? Да. И это еще не конец. Затем он изменил свое утверждение и сказал, для всех вас мир реален, но не для Арьи, в особенности для того, кто вовлечен в прямое восприятие пустоты, мир реален. Сначала он говорил, что мир реален, затем сказал мир реален, потому что все мимолетно, а потом он назвал мир реальным и нереальным одновременно, в зависимости от того, кто вы, в зависимости от того, кто смотрит. Итак, у нас есть реальный, нереальный и реальный и нереальный.
это начинает приобретать немного больше смысла, верно? Для тех, кто действительно был заинтересован в пустоте, он изменил свое утверждение. Он сказал, вещи, которые имеют причину, нереальны, потому что к тому времени, когда они реальны, они превращаются во что-то другое. Вещи, которые имеют причину, не являются реальными, потому что когда они становятся реальными, они уже нереальны. С другой точки зрения, они реальны. В то мгновение, когда вещи являются самими собой, они реальны. Но если рассматривать их на протяжении нескольких мгновений, то они нереальны. В течение одного мгновения они реальны. Если рассмотреть их в течение ряда мгновений, они нереальны. Будда изменил свое утверждение. Затем Чони Лама написал знаменитый комментарий о том, что в буддийской традиции очень распространены различные изложения природы реальности для разных уровней людей, поскольку люди находятся на разных уровнях. Если вы перегружаете начинающего ученика слишком трудным объяснением пустоты, то вы обучаете его неправильно. Вы плохой учитель. А Будда неплохой учитель, поэтому Будда изменял свое изложение в зависимости от уровня ученика, вплоть до того, что говорил, что вещи не пусты, несмотря на то, что они пусты, если это помогало ученику. Как у нас обстоят дела со временем? Тим, я продолжу, и мы перейдем к тому, что должно было быть нашим четвертым занятием. Мы переходим к учению. Я хотел бы вернуться к санскриту и поговорить о некоторых словах, которые пригодятся для изучения следующего раздела. И первое слово, которое мы разберем, это лакшана. Я уверен, что Кристина знает, что такое лакшана. Лакшана означает, это трудное слово, и здесь оно означает типичную характеристику, ценнее. Так лакшана означает знак, признак. Но в логике это слово имеет абсолютно другое значение. Оно означает что-то вроде, например, когда вы продаете кому-то новую машину. Какие будут 5 лакшин? У этой машины двигатель в 700 лошадиных сил, а также 6 крутых динамиков. Это лакшины. Отличительные качества нового автомобиля. Или характеристики. Извините, яркие отличительные характеристики новой машины. Потому что слово «лакш» означает отметить вещь как особенную. Оно происходит от индоевропейского корня «люк», который означает «свет» или «яркость». Я встретил официанта 2 дня назад и спросил, как его зовут. Он ответил «Люк». Тогда я сказал: «Боже, я только что изучал этот глагольный корень. Вы знаете, что означает ваше имя?» И он ответил: «Понятия не имею». Я сказал ему: «Я думаю, что оно означает сияющий человек. Вы сияющий человек», он сказал. Я запомню. Так что «люк» — это индоевропейский корень. От него происходит английское слово light — свет. Именно поэтому в слове light присутствует буквосочетание GH. Слово brightness, яркость, тоже происходит от этого корня, поэтому там тоже есть GH. Буквы R и L взаимозаменяемы. Я создал офис в Бангкоке. У нас было 3 поставщика драгоценных камней, которые мы называли драгоценные камни, настоящие драгоценные камни и редкие камни. По-английски rare gems, real gems и rare gems. Однажды секретарь позвонила мне и сказала, что пришел продавец, и она назвала его Lil Gems, неправильно произнеся слово. Я переспросил, какой именно продавец. Real – настоящие камни, то есть буква R и L в основном взаимозаменяемы в азиатских языках, и это хорошо. Итак, люк – это корень, и на самом деле он происходит от корня roach, означает сиять. И слово roach, таракан, происходит от него. Так или иначе, слово light – свет, luster – блеск,
lucid, ясный. Все это однокоренные слова. Я выбрал два признака или две яркие отличительные характеристики Лакшана. Они, на мой взгляд, самые важные из 5, которые он сейчас будет рассматривать. И я приведу вам санскритские эквиваленты для них. Первое слово шанта, что означает мир, покой и происходит от корня шам. Вы знаете слово шанти, и вы знаете слово шаматха. Шаматха – это шинай по-тибетски, что означает пребывать в покое. Возможно, стха, шамастха. Если вам интересно, большинство древних корней с буквой ша раньше начинались с кш. Большинство древних корней, начинающихся с ш, раньше начинались с кш. И они перешли в западные языки как буквосочетание Q. Таким образом, настоящий корень начинается с буквы К, если там в начале Ш, и чаще всего к Ш. Переходит в западные языки как Q. Например, в слове quiet – тихий, и также спокойный. И слово кшанти означает терпение. И я хочу, чтобы вы запомнили слово шанта. Почему? Потому что это одна из 5 великих лакшан пустоты. Это одна из 5 самых продающих достоинств пустоты. Как, например, при продаже новой Теслы. И есть еще одно слово, которого я хочу вас научить. Это на самом деле отсутствие прапанча. Мне нравится слово панча, оно означает 5. Оно вошло в английский как слово finger, палец, 5, 5. Оно вошло в немецкий как слово fünf, 5, который происходит от punch. И слово fünf пришло в английский язык как five. Оно означает 5, но на самом деле это означает «посмотрите на мою руку». Это означает tropa, глагол, означающий распространение лучей света. Мы постоянно видим в тантрических визуализациях, как мир исходит из сердца ваджра-йогини. Вот это трупа света. Трупа – это когда вы берете руку и делаете вот так, и это панча. Это прапанча. Итак, пра означает вперед. Например, в словах proud – нос лодки, или proud – гордый. Прапанча означает, что мир – это ментальная конструкция, происходящая из вас. Это палец, происходящий из вас, но другой, 5 пальцев. В любом случае, я не буду об этом говорить, я могу себя контролировать. Итак, мы рассмотрим 5. 5 отличительных характеристик пустоты. Я думаю, что это достаточно для сегодняшнего занятия. Мы рассмотрим 5 характеристик, они в следующем стихе. Вот они 5. Я прочитаю их вам. Номер 1. Ты можешь оставить этот стих, Тим. Означает, что пустота – это не то, что вы можете увидеть напрямую, просто поговорив с кем-то. Никто не может взять и вызвать прямое восприятие пустоты в вашем уме, просто рассказывая вам о том, что они видели. Значит, Гешела, вам не следует давать учение о пустоте. Нет, не в этом дело. Дело в том, что человек, видевший пустоту, никак не может, как бы отчаянно он не хотел вам помочь, он не может заставить вас увидеть пустоту напрямую, просто описав то, что он видел. В этом смысле это нельзя передать другому человеку напрямую. Вот что имеется в виду под понятием «напрямую». В том смысле, что если я объясню вам это в течение 10 минут, вы тут же это увидите. Этого не произойдет. Означает ли это, что мы не должны изучать пустоту? Нет, конечно, вы должны. Итак, это первое качество пустоты. Шенлэ шэмин. Это не то, что вы можете напрямую или сразу узнать от другого человека. Шива означает своего рода покой. И дело не в том, что вы сидите и чувствуете умиротворение. Это не то, что оно означает. Покой означает... Есть шутка.
Я имею в виду, что санскритский корень шан, шантих, также означает уничтожать или полностью прекратить, покоиться с миром. Покоиться с миром в смысле быть мертвым, законченным. И всякий раз, когда вы видите санскритское слово шантих, просто знайте, что оно также означает тушение огня. То же самое слово означает тушить огонь. То есть огонь прекращает существование. Вот что здесь имеется в виду. Какой огонь тушит пустота? Восприятие того, что бутылка происходит из себя. Бутылка, которая могла появиться сама по себе, навсегда остановлена. Шантих – это покой. Так что это не относится к песне группы Eagle «Мирное легкое чувство». Это совсем не то. Это больше похоже на тушение горящего автомобиля и спасение того, кто там находится. Номер 3. Нет пропанча. И здесь лучше назвать это ментальными конструкциями. Нет никаких историй, которые вы придумываете в своей голове. Пустота свободна от историй, которые вы сочиняете в своей голове. Это называется процессом мышления. Некоторые переводчики называют это процессом мышления. Мне нравится называть это ментальными конструкциями. Это то, что вы выдумываете в своей голове. Пустота свободна от, и он говорит конкретно от словесных формирований или словесных конструкций. Это не то, что вы можете передать словами и увидеть это напрямую. Это не произойдет. Это связано с первой характеристикой. Четвертое – это намтокме, что означает отсутствие обычных мыслей. То, о чем нельзя помыслить с помощью обычных мыслей. Что это? Пустота. Почему? Когда ваш ум думает обычные мысли, вы не можете видеть пустоту напрямую, поэтому если в вашем уме присутствует поток обычных мыслей, это остановит восприятие пустоты. И это относится к противоречию, врожденному противоречию. Я день за днем говорю вам о том, как бутылка не происходит со своей собственной стороны. В то время, как я описываю это, вы отчаянно цепляетесь за идею, что бутылка происходит из бутылки. Когда я поднимаю бутылку, чтобы рассказать вам, почему бутылка не происходит из бутылки, вы видите ее так, как будто она происходит из бутылки до тех пор, пока я не опущу ее. И это одно из больших противоречий в обучении пустоте. Даже когда вы поднимаете ручку и объясняете, почему она не происходит из себя, нет никого среди слушателей, кто не чувствует, что она происходит со своей стороны. Ничего с этим не поделаешь. Если вы повторите ему 10 тысяч раз, возможно, у вас появится надежда. Но первые 10 тысяч раз, когда он видит ручку, он автоматически думает, что она происходит со своей стороны. Даже когда вы объясняете, как она не происходит из себя. Именно об этом он здесь говорит. Обычное течение мыслей прерывается. Номер 5. Когда мы объясняем алмаз в сутре алмазного огранщика, мы часто говорим об этом конкретном качестве пустоты, означающем, что все объекты обладают своей собственной пустотой. Все объекты лишены непроисхождения из вас. Все объекты во Вселенной лишены того, чтобы не происходить из вас. Все мужья в кухне пусты от непроисхождения из вас, что означает, что все мужья в кухне происходят из вас и их зависимое происхождение. Но с точки зрения пустоты лучше сказать, что нет такого мужа на кухне, который не происходит из вас. В этом смысле все объекты во Вселенной совершенно равны. Поэтому Будда постоянно говорит о равностности. Но есть более высокое – относиться ко всем людям одинаково и видеть всех людей равными. Но есть более высокая форма равностности, о которой мы не слишком часто говорим, и которая подразумевает, что вам следует видеть все объекты равными в том, что все они одинаково происходят из вас. Они все обладают одним определенным качеством, тем, что они происходят из вас.
И есть множество историй и писаний о том, как учитель дает ученику маленький кусочек собачьих экскрементов и кусок мяса или стакан вина и говорит: выпей или попробуй это. И ученик говорит: нет, это какашка. Лама Пелма так делала. Ученик говорил: я в совершенстве понимаю пустоту. Она отвечала: хорошо, тогда съешь какашку. И некоторые самые смелые ученики, кстати, я не рекомендую такого, я не учу этому, я не прошу вас это делать, и жаль, что мне приходится это повторять, но суть в том, что собачьи какашки действительно обладают своей собственной пустотой. И с этой точки зрения, возможно, стоит время от времени пробовать собачьи какашки, чтобы можно было сказать: да, они действительно обладают таким же качеством, что и пустота, или они обладают тем же качеством, что и великая мудрость Нагарджуны. Они все обладают таким высоким качеством, как то, что они не происходят из своей собственной стороны. Поэтому причина, по которой практикующие тантру йоги делают все эти странные вещи, это напомнить себе, это подобно пробованию какашек, чего я не рекомендую и чему я не учу. Единственный способ, которым вы могли бы сделать это если бы вы размышляли над чем-то более глубоким, что это тоже не происходит из вас. Итак, это и есть 5 великих качеств. Это 5 великих лакшин, пустоты. И они невероятно прекрасны. И они традиционно преподаются на Нагарджуной. Дальше мы разберем, как мир может неправильным образом понимать пустоту. Это следующая тема, которую мы будем изучать на следующем занятии по 18 главе. Стих 10. Хорошо, до встречи. Мы движемся медленнее, чем я ожидал, но мы просто проведем больше занятий по Нагарджуне. Спасибо, ребята. Спасибо, Тим.